И снова здравствуй, мой дорогой зритель! На этот раз у нас действительно жирный ролик по будущим обновлениям. А все благодаря скрытым файлам CS2, который сейчас находится в ограниченном бета-тесте. А там и 2 новых ножа, 2 новых гранаты и еще много чего интересного. Так что приготовили свои ушки и глазки тоже, между прочим. Смотрим спонсора и погнали! Недавно наткнулся на новый сайт casedrop.net, у которого сейчас проходит занимательное событие, где вы, открывая кейсы, получаете опыт и билетики. И чем больше вы их соберете, тем выше шанс выигрыша в ежедневном и еженедельной раздаче скинов. Сам же сайт относительно новый, и скорее всего для привлечения новых пользователей на нем падает щедрый дроп. Существует большой выбор кейсов, и в будущем станет еще больше. Ну а также тут есть свой апгрейд, где вы можете поменять скин, который вам не понравился. Ну а при пополнении, если использовать мой промокод, можно получить неплохой бонус. Плюс ко всему прочему, команда сайта сейчас устраивает розыгрыш, в котором очень простые условия. Так что не теряй времени и заходи по ссылкам в описании. Итак, пока все ожидали своего заветного приглашения в бета-тест, я, как и говорил в прошлом ролике, собирался ковырять новую CS2. Кстати, все сливы я заранее кидал в наш телеграм-канал. Так что прежде чем у вас возникнут какие-то вопросы, кто у кого что пересказал, сверьтесь, пожалуйста, с датами и временем. Ну что же, а бета-тест у нас оказался прям сокровищем на скрытые файлы. В нем первым делом удалось найти 2 будущих новеньких ножа. Это Курки и Double Blade. Они оба имеют иконки киллфида и изображения для инвентаря. Но, к сожалению, моделька была лишь у одного ножа. Это Курки. Так, мало того, он полностью готовый, со всеми анимациями и прочим. Хоть сейчас выпускай. Однако ничего особо выдающегося в анимациях данного ножа я не увидел. Ну и как вы понимаете, в связи с этой находкой резонно было бы проверить и другую оружку, что же там новенького может быть. Оказалось, что разработчики добавили анимацию осмотра у Зевса, что очень жирно намекает, что у него появятся свои скины. Эх, а ведь я в одном из своих роликов когда-то добавлял Зевсу анимацию осмотра, и еще тогда пророчил скины на него, но меня считали дебилом. Что ж, если все же добавят, я тихонько посмеюсь. Но на этом веселая карусель скрытых файлов не заканчивается. Пытаясь выдать себе новый нож, чтобы вам его показать, я наткнулся на новую консольную команду по выдаче гранаты. К сожалению, она крашила игру. И спустя какое-то время я нашел ее в файлах игры. И даже 2 гранаты. Одна из гранат является огненной стяжкой. Что-то вроде мины, которая активируется при касании. Ну а другая это дымовой маяк. Но тут уж судить сложно. Либо она вызывает дроп, или же ракетный удар. То есть вы немножечко уже сами понимаете, что это полное безумие. Но потом я быстренько осадил себя, поняв, что походу эти вещи относятся к запретной зоне. Так ко всему прочему, мне на глаза попался еще один предмет. Это медвежий капкан, иконки которого, кстати, уже палились давно-давно в игре в момент перехода игры на новый интерфейс. Но потом, как обычно, все угасло. Кстати, по поводу вещей из запретной зоны. Дело в том, что они находятся в старой папке моделей, и их могли случайно задеть при портировании со старого движка. Но все равно они реальны и на данный момент находятся в игре, так что будем иметь в виду. Хотя, учитывая, что консольная команда для одной гранаты уже есть в игре, это дает большие шансы. Ну а так, на самом деле там еще много чего в файлах игры по мелочи. Возможно, новый пак агентов и их голосовые команды, который может, кстати, выйти вне операции. А еще больше всего скрытого нас наверняка ждет впереди, когда бета либо выйдет из теста, или же будет обновляться. Кстати, те, кто до сих пор не получил бету, но хочет в нее поиграть, опять же в нашем телеграм-канале я выложил фикс с игрой, которую вы можете запустить, не имея приглашения. Что ж, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!